Сегодня мы продолжаем по базам данных. В прошлый раз у нас было ACID и изоляция. Сегодня мы заходим чуть-чуть подальше, чуть-чуть поинтересней и насыщенней. У нас сегодня движки хранения данных, они же механизмы хранения. В данном случае MySQL-евские. Собственно, курсор можно сразу переключить, да. Собственно, движок хранения данных. Что это такое? Это подсистема хранения, компонент базы данных, управляющий механизмами хранения баз данных или библиотека, подключаемая к программам и дающая им функции баз данных. В случае баз данных подсистема хранения отвечает за размещение баз данных и организацию конкурентного доступа к ним. Обычно база данных позволяет манипулировать данными и структурами баз данных с помощью языка SQL. При этом интерпретатор языка SQL обычно является компонентом базы данных, а не подсистемы хранения. То есть интерпретатор относится у нас не к движку, а к самой базе данных. Можно выделить следующие движки. Это Federated, Memory, InnoDB, MySum, Black Hole, CSV, Archive, Merge и Example. Естественно, что тонкостей в движках хранения данных гораздо больше, чем мы сегодня обсудим. Но, как заложилось изначально, моя задача посеять зерно знаний, ваша задача его прорастить. Собственно, пойдем далее. Можно выполнить команду SQL Show Engines, чтобы посмотреть движки, которые поддерживает ваша база данных. В данном случае мы получим определенный список, в котором будут перечислены движки. Собственно, поддержка, определенный коммент, поддерживают они транзакции, либо не поддерживают они транзакции. Как вы можете знать, да и в принципе знаете, есть такой вопрос, как, собственно, какой движок данных, да, движок хранения данных поддерживает транзакции. Ну, собственно, ответ здесь ясен, он, собственно, для всех известен, что только в данном случае у нас InnoDB поддерживает транзакции и является тем движком хранения, который идет и следует принципам и требованиям ACID. Тут также можно посмотреть движок, который используется по умолчанию для хранения. То есть вы знаете, что в старых версиях PHP баз данных MySQL у нас использовался, например, по умолчанию был дефолтным такой движок, как MySum. Или правильно его там MyISum кто-то называет. Но я буду называть так, как я привык, думаю, ничего страшного в этом не будет. То есть из этой таблицы понятно, что у нас не поддерживается Federated, остальные есть и дефолтный InnoDB. Пойдем дальше. Мы можем, соответственно, посмотреть, какой механизм хранения использует определенная таблица. Можем выполнить, собственно, следующий запрос. Это show table, status from homestead. Homestead в данном случае это название базы данных. И, собственно, accounts это название нужной таблицы. И тем самым получим тот движок, который использует таблицу. Я думаю, вы прекрасно знаете, что при создании таблицы мы можем использовать разные движки хранения данных. В случае, если мы их не указываем, используется та, которая является дефолтной для вашей системы. Пойдем подальше. Да, в MySQL нет необходимости использовать один и тот же механизм хранения на всем сервере. Собственно, что я и сказал. Для конкретных задач вы можете использовать разные механизмы хранения для каждой таблицы. Значение столбца поддержка, он же support, указывает, можно ли использовать механизм. Yes указывает, что его можно использовать, no указывает, что его нельзя использовать, либо он недоустановлен, а default указывает, что механизм является текущим механизмом хранения по умолчанию. Например, вы можете в одной базе данных использовать таблицу, как, например, я не знаю, тот же Black Hole пускай будет, тот же Merge, тот же MySum, тот же InnoDB и прочее. То есть, например, либо архив, например, вы можете использовать. То есть у вас есть какие-то данные, которые... Архив, на минуточку забегая вперед, он является движком хранения данных, который сжимает данные, то есть у вас поднакопилось, например, какие-то данные, которые за текущий год при работе по текущему году для вас не обязательны, не нужны, не так важны. Вы можете отправить их, поменять им движок хранения данных на иной, они у вас останутся храниться, но работать по ним мы не будем. Там еще с помощью определенных подходов, которые мы сегодня обсудим, можно эти движки хранения данных, будет не движки хранения данных, а похожие таблицы сливать, собственно, в одну. Вот. Дефолтный движок, да, есть возможность изменить дефолтный движок для хранения данных в конфигурационном файле MySQL. Для этого можно в MySQL Dev в конфигурационном файле myconf указать Default Storage Engine InnoDB. То есть, если вы
попали на какую-то доисторическую версию MySQL, и вам неудобно каждый раз указывать определенный движок, вам это просто надоело, вы можете, соответственно, поменять дефолтный движок и дальше уже их не прописывать, сделать, чтобы он был не MySam, а, например, InnoDB. Вот, как, собственно, можно выбрать движок, вы тоже знаете. При создании таблицы мы можем указать необходимый движок хранения в опции Engine. В данном случае мы указываем MySam. То же самое можем здесь указать еще и дополнительные определенные необходимые параметры, которые тоже можно будет увидеть далее. Вот, движок хранения Federated предлагает способность соединения отдельных серверов MySQL, чтобы создать одну логическую базу данных из многих физических серверов. Очень хорош для распределенной среды данных. В реальной работе мы можем столкнуться с некоторыми таблицами, которые должны работать с другими базами данных, но мы не хотим, чтобы система подключалась к нескольким базам данных. То есть бывает такое, что у вас на удаленном сервере есть какая-то таблица, которая там заполняется своей какой-то системой, своим каким-то обработчиком и так далее. Вы хотите к ней подключаться, но хотите работать и подключаться, может быть, даже какие-то там соединения с ней делать таким же примерно образом, да, как она бы находилась в вашем локальном пространстве. Собственно, для этого вы можете использовать этот движок, и он, собственно, скажем так, создаст некое подключение, создаст некую таблицу, аналогичную той, с подключением к таблице, которая расположена на стороннем сервере. Сделать это, ну, если мы можем посмотреть на схему, да, собственно, вот наш локальный сервер, вот мы создаем таблицу необходимую, и, собственно, она у нас подключается к удаленному серверу и к удаленной таблице данных, базы данных. Вот, FRM это, собственно, формат базы данных MySQL, если что. Вот, как это можно сделать? Собственно, для использования необходимо убедиться в том, что ваш MySQL, да, он поддерживает, что движок, собственно, поддерживается и он установлен. Если, собственно, нет, вы можете выполнить install, собственно, доустановить. Вот это, ну, во-первых, проверить вы можете с помощью Source Engine, да, и, собственно, доустановить, если она не установлена. Далее вы должны иметь таблицу на удаленном сервере, к которой вы хотите обращаться. Использует, собственно, таблицу, тот движок хранения данных, который мы хотим. Например, у нас на удаленном сервере есть вот такая вот табличка с машинками, которая есть, соответственно, имя, там, стоимость и primary key. Далее мы хотим воссоздать такую ситуацию, как будто бы она не на удаленном сервере, а у нас. До этого мы должны создать таблицу, которая будет ссылаться на таблицу удаленного сервера. Да, если переводить Federated, то он переводится как объединенный интегрированный. То есть мы интегрируем удаленную таблицу одной базы данных в нашу базу данных. Вот, естественно, что структура таблицы должна быть такая же, то есть если мы хотим это использовать, у нас что структура удаленной таблицы, что текущая, она должна быть одинаковой, за исключением только того, что опция Angel должна быть Federated, а опция, собственно, таблицы Connection, которая является дополнительным параметром и задает строку подключения, должна, собственно, также быть указана. То есть мы здесь пишем, что MySQL, там такой-то, такой-то доступ и, собственно, все. Вот. При ее создании у нас, собственно, создается файл test_table_frm в базе данных Federated. В этом случае, после этих манипуляций, мы можем работать с базой данных, с удаленной таблицей базы данных, так, как будто бы она у нас физически размещалась у нас. Естественно, какие-то небольшие потери на соединение с сторонним сервером, они будут присутствовать, но, тем не менее, вот такое решение. Пойдем дальше. Движок хранения memory. Он хранит, естественно, как вы можно догадаться, все данные в RAM, в памяти для более быстрого доступа к среде, которая требует быстрых поисков некритичных данных. Этот механизм был прежде известен как HIP. Его случаи по использованию уменьшаются. Уменьшаются они потому, что InnoDB с его буферным бассейном памяти обеспечивает длительный способ сохранить больше всего или все данные в памяти, а NDB кластер обеспечивает быстрые поиски значения ключа для огромных распределенных наборов данных. Естественно, что так как это все хранится в памяти, у нас возникает момент того, что после перезагрузки сервера, после того, что у нас, возможно, там какие-то экстренные завершения будут и отказы и прочее, у нас эта информация, она будет стерта. Вот, потому что она у нас находится только в памяти. Вот.
Создать, естественно, таблицу с данным движком хранения можно аналогичным образом. В качестве engine указать memory. Таблицы memory сохранены, собственно, в памяти. Хранятся, они используют хэш-индексы, вы это тоже все знаете, по умолчанию, которые делают их очень быстрыми для поисков единственного значения. И очень полезными для того, чтобы составить временные таблицы. Однако, когда сервер перезапускается, все строки, сохраненные в таблицах memory, будут потеряны. Ну, собственно, понятно. Сами таблицы продолжают существовать, потому что их определения сохранены в словаре данных MySQL. Ну, собственно, то же самое, как в Redis, насколько помню, по умолчанию, там тоже все это как хранится в памяти, это все-таки in-memory key-value хранилище, то они после перезагрузки пропадут. Есть, конечно, подход, который позволяет этого избежать, он, собственно, есть даже и здесь. Собственно, чтобы заполнить таблицу memory, когда сервер MySQL запускается, вы можете использовать опцию init-file. Например, вы можете поместить запросы insert, в который, да, вы можете поместить какие-то insert into, там select, load data, там и так далее, тому подобное, чтобы предзагрузить у нас данную таблицу из постоянного какого-то хранилища данных. Вот. Естественно, что при использовании memory мы должны понимать, что сервер будет нуждаться в достаточном выделении памяти, чтобы поддерживать все таблицы memory, которые используются в то же самое время. Думаю, это логично, вы прекрасно тоже знаете, что, например, тот же Redis при достаточно большом количестве данных, он, собственно, требует память. Тут, собственно, это не является исключением. Память не высвобождена, если вы удаляете отдельные строки из таблицы, это нужно знать. Память высвобождена только когда вся таблица удалена. Память, которая ранее использовалась для удаленных строк, снова будет использована для новых строк в пределах той же самой таблицы. Чтобы освободить всю память, используемую таблицей, когда вы больше не требуете ее содержания, выполняете delete, truncate table, чтобы удалить все строки или удалить таблицу в целом. Ну или используя drop table. Да? Чтобы освободить память, используемую удаленными строками, нужно использовать alter table, engine memory. Он в этом случае автоматически у нас освободит память. Пойдем дальше. Достаточно популярный, не то что мне кажется, да, а наиболее популярный движок хранения, как раз тот, который поддерживает, соответствует ACID принципы, это InnoDB. По умолчанию он указан в MySQL 8.0. Собственно, как я и сказал, соответствует требованиям ACID, механизм хранения для MySQL, который имеет завершение и отмену транзакций, способности восстановления катастрофического отказа и защиту пользовательских данных, блокировка InnoDB на уровне строки и последовательные чтения без блокировки увеличивают, собственно, многопользовательский параллелизм. Чтобы поддержать целостность данных, InnoDB также реализует в OriginK ограничение справочной целостности. Вот. InnoDB или InnoDB – мультиверсионный механизм хранения. Он хранит информацию о старых версиях измененных строк, чтобы поддерживать транзакционные функции. То есть он имеет, пока транзакция не выполнена, не закоммичено изменение, собственно, старую версию, чтобы на нее откатываться. Вот. Эта информация хранится в табличном пространстве в структуре данных, названной сегмент отмены. Мы об этом чуть подробнее поговорим в теме про репликации, но тем не менее тут тоже вкратце. Вот, InnoDB использует информацию в сегменте отмены, чтобы выполнить операции отмены, необходимые в работе. Также использует информацию, чтобы создать более ранние версии строк для последовательного чтения. В мультиверсионной схеме InnoDB строка моментально не удаляется из базы данных. InnoDB физически удаляет строку и индексная запись только когда изменения зафиксированы. В противном случае он хранит, собственно, понятное дело, что подкатиться, у него нет другого пути, как хранить, собственно, прежние данные. Вот, еще одна замечательная штука, которая есть в InnoDB, это буферный пул. Это область в основной памяти, где InnoDB кэширует таблицы и индексы, с которыми работает. Буферный пул позволяет часто используемым данным быть обработанным непосредственно в памяти, что ускоряет обработку. На специализированных серверах баз данных до 80% физической памяти часто назначаются буферному пулу InnoDB. Важно это тоже понимать, важно иметь в виду, что в этом случае мы можем
буферному пулу выделить больше, соответственно, памяти. Да, InnoDB достаточно мощный механизм хранения, который балансирует высокую надежность и высокую производительность. Он имеет большое количество возможностей и настроек, которые выходят за грань, собственно, доклада, что мы уже, опять же, говорили. Пойдем, собственно, дальше. Один из тоже популярных движков, так сказать, менее, конечно, на текущий момент популярный, но тем не менее, это MySam, основан на более старом и больше недоступном механизме хранения не знаю, как это правильно произносить, ISAM пускай будет, который имеет много полезных расширений. От английского Indexed Sequential Access Method, индексно-последовательный метод доступа, способ хранения данных для быстрого доступа к ним. Каждая таблица MySam сохранена на диске в двух файлах. У файлов есть имена, которые начинаются с имени таблицы и имеют расширение, чтобы указать на тип файла. Файл с данными имеет расширение MyData. Индексный файл имеет расширение MUI, естественно, MyIndex. Табличное определение сохранено в словаре данных MySQL. Собственно, когда куда-то залезете, можете понимать, к чему какой файл относится. Есть такая не совсем, скажем так, хорошая особенность у MySam, что данные могут быть повреждены, собственно. Раньше очень часто подобное встречал, сейчас, естественно, все реже, так как реже используется MySam, реже с таким сталкиваешься. Собственно, вы можете проверить или восстановить таблицы MySam с помощью MySQL Check или MySam Check. Вы можете также сжать таблицы MySam с MySam Pack, чтобы они занимали намного меньше пространства. Формат файла, применяемый в MySQL, чтобы хранить данные, был экстенсивно проверен, но всегда есть обстоятельства, которые могут заставить таблицу баз данных становиться поврежденными. И мы сейчас обсудим именно те моменты, в каких случаях это может происходить. Даже при том, что формат таблицы MySam очень надежен, все изменения таблицы, сделанные запросом MySQL, записаны перед его возвратом, вы можете все еще получить поврежденные таблицы, если какое-либо из следующих событий имеет место. Процесс MySQL-D грохнулся в середине записи. Неожиданно завершение работы, например, компьютер выключен. Отказы аппаратных средств. Вы используете внешнюю программу, такую как MySam Check, чтобы изменить таблицу, которая изменяется сервером в то же самое время. То есть вы, например, производите какую-то операцию, еще запущен MySam Check, и это тоже также может привести к тому, что будет повреждена таблица. Ну и ошибка программного обеспечения в MySQL или MySam. Это один из моментов, которые доставляют неудобства и повреждают таблицу. То есть вы, например, делаете какие-то запросы в базу данных, и получаете следующую ошибку, например, incorrect key file for table, try to repair it. То есть она сама говорит о том, что я повреждена, давай-ка меня восстанавливай. В большинстве случаев, не в большинстве, а в определенных случаях она ничего такого не говорит. То есть начинается та ситуация, когда вы отправляете запросы к базе данных, она либо некорректно вам отвечает, либо не находит какие-то строки, либо еще что-нибудь. Это все говорит и сигнализирует о том, что вам необходимо, так сказать, проверить здоровье таблицы, используя check table и провести ремонт поврежденной таблицы с помощью repair table. Очень часто, на самом деле, раньше это приходилось делать. Мы, насколько вы знаете, используем в большей степени PostgreSQL, потому что очень много, скажем так, болячек и поведений MySQL у него, собственно, нету. Но в свое время очень часто мне приходилось подобное делать. Самое интересное, что ты не понимаешь, что случилось, просто это выполняешь, и после этого начинает все работать. Что-то повредилось. Движок хранения данных Black Hole все ждали, собственно, сейчас мы его обсудим. Механизм хранения действует как дыра памяти, который принимает данные, но не хранит их. Извлечение всегда возвращает пустой результат. Механизм хранения Black Hole может быть полезен при настройке репликации. Мы это тоже поговорим на следующих наших занятиях, уроках, особенно если вы хотите фиксировать изменения данных на главном сервере без сохранения этих данных на локальном сервере. Всякий раз, когда вы вставляете, обновляете, удаляете данные в таблице на главном сервере, MySQL фиксирует эти операции в двоичном журнале в bin-логе. Думаю, вы знаете про bin-лог, очень хорошая штука, очень много позволяет сделать, очень нужное. Двоичный журнал представляет собой запись всех изменений данных и является фундаментальным компонентом репликации MySQL. Да и не только MySQL, на самом деле сейчас мы чуть подробнее, небольшое отступление, про бинарный лог, потому что каждый должен знать про его существование.
первую очередь он полезен с точки зрения репликации. Можно его бэкапить, можно использовать для восстановления данных на более точное время при использовании бэкапов. Лог содержит все команды изменений базы данных. Выборки, собственно, он не сохраняет. Там только про запись. Собственно, сохраняет он, естественно, записи только после того, как выполняется команда commit. Использование бинарного лога может снижать производительность, но это естественно, если мы еще куда-то что-то пишем, то это снижает скорость работы базы данных. Однако его польза велика, что не рекомендуется его отключать. Рекомендуется защищать также бинарный лог паролем, так как он может содержать конфиденциальные данные. Собственно, посмотреть, где хранится ваш бинарный лог, бинлог, вы можете посмотреть конфигурацию MySQL. Здесь есть замечательная опция logBin, в которой, собственно, показывает путь до него. Вот, пример, собственно, как настроить репликацию в данном случае можно посмотреть по ссылке. Суть заключается в том, что ведомый сервер мы переводим в режим slave. Далее настраиваем на нем доступ до мастера. Сервер, пользователь, пароль, естественно. Вот у нас, соответственно, сервер, пользователь, пароль. А также указываем ему в опциях мастер лог файл. И, собственно, все. Вот, движок хранения CSV, тут особо о нем говорить-то и нечего. Это, собственно, механизм хранения, который хранит в текстовых файлах, используя для разделения значения запятые. Ну, там, и, скажем так, определенный сепаратор. Но в данном случае это запятые. Когда вы создаете таблицу CSV, сервер создает файл с данными. Имя файла с данными начинается с имени таблицы, имеет расширение CSV. Неудивительно. Файл с данными — это файл простого текста. Когда вы сохраняете данные в таблицу, механизм хранения сохраняет это в файл с данными. Собственно, интересного здесь практически ничего нет, все понятно. Механизм архив. Это механизм, который использует gzip, zlib для сжатия строк. В основном используется для хранения больших объемов данных без индексов и занимает очень мало места. Таблица, использующая механизм хранения архив, хранится в двух файлах на диске. Имеется файл определения таблицы с расширением frm и файл данных с расширением ars. Иногда во время оптимизации появляется файл arn. Извлечение. При извлечении строки распаковываются по требованию. Нет никакого кэша строк. Select выполняет полное сканирование таблицы. Никаких индексов, ничего нет. Собственно, все только происходит по требованию. Если вам данные уже давно не нужны какие-то, вы, может быть, создали новую таблицу, а старую кинули в архив, мало ли оно пригодится и пускай валяется. Вот, движок хранения merge. Механизм хранения merge также известный как mrg mysum. Это набор идентичных таблиц MySum, которые могут использоваться в качестве одной. Идентичные означает, что все таблицы имеют идентичные столбцы и индексную информацию. Вы не можете слить таблицы MySum, в которых столбцы перечислены в различном порядке, не имеют точно тех же самых столбцов или имеют индексы в различном порядке. Собственно, как это можно создать? Создаем, собственно, с помощью createTable одну таблицу, указывая ей engine, например, MySum. Создаем вторую таблицу, указываем ей engine MySum. Собственно, у нас, как вы видите, структура у них полностью идентична. Заполняем одну данными, заполняем другую данными и создаем у нас, собственно, таблицу объединенную с движком merge, в котором указываем, что мы объединяем T1 и T2. Создаем и сливаем их вместе с помощью таблицы с движком хранения движения. В результате получаем в одной таблице все значения из первой таблицы и второй. Можно произвести изменения как в merge таблице, так и в каждой отдельной. То есть это позволяет нам объединить две таблицы. Собственно, когда это может быть полезно. В систему, например, за год поступают миллионы заявок. Например, какие-то заявки по ремонту, я не знаю, сетей вашего провайдера. Да, естественно, что они уже отработаны, они особо не нужны и никакого смысла они не несут. Единственная проблема, которая у нас остается, если мы их никуда не убираем, не выкидываем, это большой рост заявок, что идет к низкой скорости работы. В этом случае мы как раз можем, например, какую-то выкинуть в дополнительную таблицу, и для необходимости поиска, не дай бог по ним двоим, мы можем их объединить. Вот, собственно, на следующий год какой-то большой ценности не несут, но скорость поиска из-за большого объема существенно страдает. В этом случае мы можем для каждого года реализовать отдельную таблицу, а в случае необходимости поиска по всем данным работать с объединенной. Один раз встречал неплохую реализацию, а в большинстве случаев встречал плохую реализацию, когда просто переименовывают, ставят землю и пишут, что таблица old, и начинают писать в новую, ничего не объединяя. Видимо, в этом случае им
данные совсем не нужны. Идем, собственно, дальше. Польза. Легко управлять рядом таблиц журнала. Собственно, как вы могли заметить, мы можем работать как с объединенной, так и с каждой напрямую. Получить больше скорости, собственно, да, так как мы делим большую таблицу только для чтения. Выполнить более эффективные поиски, если вы знаете точно, что вы ищете. Вы можете искать только в одной из таблиц, например, заявки одного года в одной таблице, другого в другой. Выполнить более эффективный ремонт, легче восстановить, естественно, отдельные таблицы, меньше, чем восстановить единственную большую. Да? Вы поняли, то, что это все-таки под капотом у него MySum, соответственно, проблемы те же самые он за собой несет. Немедленно отобразить много таблиц как одну. Merge не должен поддерживать собственное индексирование, потому что она использует индексирование отдельных таблиц. В результате Merge очень быстрый, чтобы создать или повторно отобразить. Решить проблему с пределом размера файла для операционной системы. Каждая таблица MySum связана с этим пределом, но не набор таблиц MySum. Уперлись в объем, можно поделить и объединить с помощью Merge. Вот, еще один момент его использовать. Движок хранения данных Example, все видели, наверное, думают, что это за Example, что это такое. Он, собственно, это механизм, который ничего не делает. Все, на этом все. Его цель состоит в том, чтобы служить примером в исходном коде MySQL, который иллюстрирует, как начать писать новый механизм хранения. Это имеет прежде всего интерес для разработчиков. Например, кто-то решил создать какой-то форк поискового движка, или разработать собственный. Он может на базе данного примера начать разработку своего. Более подробно можно изучить, собственно, в материале. И момент такой, для домашнего задания вы, конечно, знаете, какие движки хранения есть в PostgreSQL. Все могут ответить, но тем не менее на домашнее задание. Собственно, по данной теме все. Если у кого-то есть какие-то появились вопросы, либо опыт работы с какими-то движками и их тонкости, прошу. Это PostgreSQL. Вопрос. Есть движок CSV. Как он хранит типы данных колонок? В отдельных таблицах тоже? Как сервис создает файл с данными, имя файла с данными начинается с имени таблицы. Имеет решение CSV. Файл с данными — это файл простого текста. Когда вы сохраняете данные в таблицу, механизм хранения сохраняет это файл с данными. Один в один. А схему таблиц он также в CSV файлах? По-моему, нет. У тебя Excel тоже хранит CSV-шка, это у тебя просто строки. Он там не может ни дату, ни число, ничего сделать. Вот если уже ты хочешь, чтобы там типа дата была, тогда ты в Excel приводишь формат. Либо зацепляешь определенную штуку, которая в одном случае пишет их типы, в другом случае прилинковывает их к CSV файлу, в третьем танцует. Нет, в смысле, используя движок CSV, я не могу указать типы данных у колонок? Там, по-моему, из операции только сравнение есть и все. Я такого ничего не помню там. Я Там такого ничего не помню. больше. Я не часто его использовал, но ничего такого не помню. То есть из этого вытекает следующий вопрос. То есть если я хочу переключить с одного движка на другой, я по сути это просто так не могу сделать? Но на самом деле ты в некоторых случаях даже в других это не всегда можешь сделать. Есть определенные тонкости. Хотя для команды для этого есть. Вполне. Еще? Еще один вопрос. Использование движка memory, оно будет иметь какой-то смысл в том случае, если мы отказываемся от Redis в пользу этого движка? То есть он быстрее Redis или медленнее? Я не производил, ответить не могу на этот вопрос, никакие сравнения. Но, как здесь указано, где-то было, сейчас, секунду, что его случай использования уменьшается. НДБ с его буферным бассейном памяти обеспечит длительный способ сохранить больше всего данных в памяти. То есть, на моей практике я не видел его использования. Вот. Там был движок, который может подключаться к другой базе данных. Да, федерирует вот этот. Он только читать может? Или я могу менять данные в удаленные таблицы? Он может, насколько я знаю, он может и писать, потому что коннект происходит, собственно, к ней, а коннект нас в данном случае ни от чего не
оберегает. Ну, то есть ограничен только правами пользователя подкорковых. Правильно? Ну да. Еще? Можно ли создавать таблицы через Federated? В смысле создавать? У себя локально создать таблицу. Ну вот ты ее создаешь. Хотя, Создаешь. Короче, по сути, мы можем сделать разные комбо. И там использовать архив, мерж, еще всякую фигню. Это удаленно, это с объединением. И будет, возможно, интересно. Ну, возможно, и не будет. Возможно, и не можем. Но есть определенный момент, то что, как это, объединить таблицы сторонние, несторонние. Вот как это, попробовать объединить мою таблицу с таблицей удаленной, которая с одинаковой структурой. Но это уже такой вопрос извращенный. А по мерж-движку, если я в смерженной таблице изменю данные, то они изменятся и в родительских таблицах? При мерже, да. То есть, по сути, это как материализованное представление получается. Только на уровне движка. Угу. Ну, то есть здесь же где-то было написано, можно произвести изменения как в мерж таблице, так и в каждой отдельной. Ага. Вот. Ну, по сути, это представление на уровне движка. Ну, как? То есть, не совсем, ну что-то там похоже. нельзя условия задать при создании этой таблицы. Здесь Ну да. нормально. Поэтому не Ну, совсем как говорится, каждый инструмент, он под свои задачи. Еще вопросы? Все, вопросов нет. На сегодня это все. Следующая наша тема будет скорее всего, по репликациям, в которых мы углубимся в бинлог и углубимся в лог, с помощью которого баз данных позволяют нам откатывать изменения при транзакциях и так далее. Все, всем спасибо, всем пока, до скорых встреч.